Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на обзоре третьего раунда рефлексорного мирового чемпионата. Карта от нашего соотечественника, если так можно сказать, от Дмитрия Андреевича. Дмитрий Андреевич, привет! Ну и давайте, собственно, посмотрим. Появляемся мы, якобы выпадая из вентиляции. Все очень концептуальненько. И появляемся мы в некотором помещении. Здесь решетка, какие-то, видно сразу лабиринты, куда-то надо идти. Ну давайте пройдем. Здесь у нас, значит, фишка со стартом. Какая? Почему он такой, а не натянут, допустим, вот так? Не знаю. Не знаю, почему он не натянут так, но и этот старт можно перелететь просто вот так вот. Берешь и перелетаешь. Все. Не знаю, зачем это сделано. То есть можно, если вы начинаете новую игру, у вас таймер не идет. Короче, можно перелететь, но смысла в этом абсолютно нету, потому что здесь отбиралочка у нас стоит триггер, который вам не позволит сохранить никакое из оружий. Приятный такой телевизор, очень все классненько, но я заметил, почему-то все лагает, кроме букв БУ и РРВЦ 19.3. Ничего страшного. Значит, здесь у нас что? Сразу развилочка направо-налево, я вам сразу все покажу. Здесь в этот значок рефлекса можно зайти, и здесь у нас, значит, монетка, которая не знаю, что делает, и такой вот лагающий Carnage знак. В другой стороне у нас лежит, видимо, сам Димон. Лежит рядом с ним пистик, мол, застрелился, свечка до сих пор горит. Ну и, собственно, все. Открыта у нас здесь дверь, давайте сюда пройдем. Здесь такие небольшие, как небольшой лабиринтик, если так можно сказать, змеечка. И все, собственно, это мы обошли. Лежат плазма, я так понимаю, патроны от плазмы. И вот мы, собственно, вышли. Ну, там, ясное дело, по змейке медленнее, чем здесь по прямой. И вот здесь у нас здесь у нас старт. И вот здесь просто он поставил такую защиту, чтобы никто не прошел. Пойдемте дальше. Здесь у нас, значит, дырочка. Я сразу буду все показывать, на самом деле времени не особо есть. Я постараюсь очень емко вам предоставить всю информацию. Здесь у нас, значит, на камешке что? Можно придумать какой-то трипл джамп своеобразный, но он не получится за счет того, что вы слишком высоко будете подлетать с этой штуки. Следовательно, можно сделать слоп джамп, или как-то так они называют, которые буквально делали до этого, как я узнал, но прямо вот, чтобы вот так в народ это пошло, сделали только я и Найт такой прыжок. Это когда на большой скорости со слопом, и ты подлетаешь намного выше. Это, по сути, быстрее, чем делать об эти рампы, прыжки. Но мы мы в демках потом обязательно это все посмотрим, так что давайте не будем пока что выебываться. Здесь у нас, значит, два варианта. Либо мы будем хорошо строфить, падаем вот в это окно и бежим дальше. Либо мы будем плохо строфить, будем отсюда делать даблджамп и лететь также по этим столбам. Либо мы будем совсем плохо идти, плохо строфить и будем проходить через улицу, через джампад. То есть любые пути отхода предусмотрены, и это очень приятно. Сверху есть дырочка, но она никак, я думаю, это больше дизайн. Она нам никак не поможет, никак с ней не взаимодействовать. Везде опять же клип, никуда на улицу не выбраться. Что, собственно, не есть хорошо, по идее, потому что сразу минус 1000 роутов и вот это все. Здесь, значит, мы можем прыгать поверху, можем прыгать также по этим бочкам. И можем прыгать понизу, делая трипл джамп здесь и трипл джамп там. Я попробую. Вот, то есть мы сюда прилетаем. И здесь сразу непонятно, обо что прыгать. Вообще непонятно, что кого делать. Но давайте я вам объясню. Первый вариант, если вы не очень хорошо идете, можно делать типа даблджамп там. Опа, еще монетка. Секрет монетка. Кто соберет, тот красава. Я не соберу, я ее даже не замечал. Окей, maybe. Здесь. В общем-то, можно делать вот здесь даблджамп, об этот бортик залезать наверх.
Можно, конечно же, идти по низу. Здесь также можно сделать трипл джамп. Можно прыгать совсем поверху вот по этим палочкам. Здесь сделать дабл джамп на этой периле. И в дальнейшем, собственно, проходить. Либо залетать сюда и здесь, прыгая по прямой с обычным дабл джампом, залезать туда наверх. Либо, опять же, по низу и как бы забираться через джампад. Запись идет, все хорошо. Сразу скажу, казалось бы, очень много вариантов прохождения, очень много возможностей у нас здесь, но карта все равно прямо линейная, потому что быстрый роуд сразу бросается в глаза, его сразу типа находят, но это, я думаю, особенность, может быть, рефлекса такая. Я не знаю. Здесь можно по центру прыгать. Можно здесь. Направо у нас ничего. А налево у нас телепорт с самой бесячей комнатой в этой карте. Стоят лагающие скелетики. Спасибо Димону, кстати, за видос, который я отправил с этими скелетиками. Я этот видос обязательно использую позже. Здесь опять же написано RRVC 19. В общем-то, дают нам плазму. И у нас здесь пол, который нас телепортирует в такую капсулу. И отсюда мы никак не выберемся. Следовательно, по стенам... Давайте я вам сразу так просто покажу. По стенам проплазмить не вариант, потому что здесь мы не помещаемся. Снизу удержаться нереально. По вот этим клипам проплазмить можно. Я доплазмливал прямо до финиша, до сюда, то есть доплазмливал прямо до сюда по этим вот клипам. Но самая проблема в том, чтобы сохранять нужную высоту, чтобы залететь сразу в эту вентиляцию. И это получается абсолютно невыгодно. Мало того, что получается редко, так это еще и, ну, по скорости, так скажем, медленнее. Значит, роуд у нас следующий. Нам нужно плазмить здесь по полу. Примерно вот так это выглядит. То есть мы плазмим, ударяемся об эту здесь вот рампочку и поднимаемся наверх. Давайте пойдем дальше. Здесь мы, значит, нон-стопом вылетаем туда. Мы, конечно же, просто делаем строфе. Swimming map, swimming map, вот это все. Здесь мы просто бегаем. Здесь опять же развилочка, но в принципе понятно, что можно взять рокет и идти туда. Я искал прямо как-то пути, как не брать рокет, а сразу туда идти, но никак, к сожалению, нельзя, поэтому берем рокет и здесь просто настреливаем себе. И вот здесь у нас финиш. Здесь мы финишируем. Здесь у нас небольшая такая пасхалочка. Тестеры были Donald, Lubitech и Sharkwosity. Вот они все тут чилят. Это наверняка Дональд такой: о, нихуя, че я поиграл? Типа, это у нас Шарк, наверное, не выдержал. И Lubitech, как всегда, сам в себе сидит. Ну и здесь у нас ничего, собственно, и нету. Такая вот карта, роутов не так много, но демки достаточно интересные, так что давайте их и посмотрим. Итак, прислало всего 23 человека. Ну и давайте их посмотрим. So first up we got Demolight. I think he knew he was gonna be probably in the last place position, but для тех, кто говорит: комментаторов погромче, не слышно. Я ваш комментатор, ребята. Если вы хотите послушать их, идите на Twitch. Я ссылку всегда на Крызяла оставляю. Находите у него в видосах этот видос, и все. Не надо раздражать свою слизистую. В общем-то, неплохой роуд. Нужно, конечно, нужно больше попрактиковаться Демолайту. Кстати, это индер на минималках, если кто еще не заметил. Индер. И вот самое тяжелое, наверное, было для новичков
проплазмить вот так вот по полу. Как мы видим, он вначале такой подготовился. Точно решил быть уверенным, что плазма его держит на воздухе, а потом только он уже пошел вперед. А, и я еще не показал одну секретку. Давайте я вам ее после этой демки покажу. Бум. И магия. Вжух. Секретка у нас, значит, находится вот тут вот, после даблджампа, перед ракетой. Вот там ракета лежит. Перед ракетой находится секретка в разбитом окне. Сейчас я возьму рокет. Без рокета туда не забраться. Вроде как. Заходим. Телепортирует нас в какие-то деревья. Здесь у нас, как мы видим, падики. Те самые. Вентиляцию видим. И телепортирует нас в комнату, посвященную мне. Большое спасибо тебе, Дмитрий Андреевич. Прям очень-очень приятно. Да, и вот Рокет, Рефлекс, вот это все. И прошу обратить внимание на вот этот вот арт. Он сделан из ебучих пикселей. Он сам руками взял, блядь, и это выложил. Это настолько кропотливая работа. Это просто нереально, ребят. Большое спасибо ему. Не знаю, почему, правда, клюв с ногами зеленый. Я думаю, должен был быть желтый, но это как бы не то, чтобы я доебываюсь, просто спрашиваю. Я не ною, просто говорю. В общем-то, такое вот дело. Спасибо огромное Дмитрию Андреевичу. Летящий Вуди, летящий прямо на 3-е место. Ой, я, кажется, спойлернул, да? Ну да, и продолжим смотреть демки. И обратно так. Ну и дальше у нас... Давайте узнаем. 22 место. Адвариум. I'm ready when you are. Alright, 3, 2, 1, go. Квадроджамп. Квадроджамп сделал Адвариум. Стрейфит очень хорошо. Сразу прямо на 2 головы выше, чем его предыдущий оппонент. И тоже так аккуратненько с плазмой спустился. Ой, здесь, конечно, не с первого раза получилось, к сожалению. Да, ракета так кидает. Как будто у него выкручен аксель, и он типа кидает, вроде делает движение как обычно, но у него не получается. Бывает, ничего страшного. 21 место. 4-й мировой маршал, поехали. I'm ready when you are. Кстати, на этот раз без Дональда. Без любимого моего Дональда, к сожалению. Никто теперь, мало теперь они говорят I'm ready when you are, но тем не менее очень приятно слышать Лоло Грейда в голосе. То есть там Резиал и Лоло Грейд. Я хотел с ними, но я, конечно же, пошутил, когда сказал, что да давай, я тоже с вами буду там. Может быть, не знаю, на каком-нибудь последнем раунде я напрошусь все-таки к ним. Интересно, как будет. Очень хорошо заплазмил. Здесь без остановок вообще стрейфил. Это очень большой плюс. Ну и ракета. Главное, чтобы уже добраться до финиша. Остальное абсолютно без разницы, потому что саб-минута, к сожалению, не получилось. Даже здесь он где-то в чате писал, что... да, он типа
свой... Хотел сам минуту сделать, а сделал, к сожалению, минуту и вот так вот. Post Vessel. Шкаф. Before we start, I want to give him just prop 2, 1, go. Go. Тоже уже очень хороший стрейф. И я наблюдаю неутешительную тенденцию, как с каждым раундом все меньше и меньше людей присылают демки. Не знаю, с чем это связано. Либо с картами, либо с занятостью людей, то, что у них не хватает совсем времени. Либо с чем-то еще. Но я более чем... Я не то, что более чем, хотел сказать, уверен, но я предполагаю, что... Типа, можно проследить. По-моему, на первый раунд было 36. На второй раунд было 27. На третий раунд прислало 23. Ваши ставки, господа, сколько демок будет на четвертом раунде? А четвертый раунд, если кто-то видел, просто пушка. Он очень классный. Играть я его, конечно же, не буду. 19-й. Janky God Smuggler. Я не знаю, кто это, но это, по-моему, у них какой-то маппер. Тоже. А может и нет. Я, честно говоря, не знаком, к сожалению, со всеми рефлексерами. Я стараюсь там максимально как-то общаться, помогать, может, кому-то. Но я больше не помогаю, конечно, больше там угораю над тем, как они угорают между собой. Но если что, я с радостью кому-то помогу, если вдруг вы смотрите этот обзор, уважаемые рефлексеры. Я постараюсь найти для вас время и, возможно, что-то объяснить, показать, научить и так далее. Так, хорошая плазма. В вентиляцию, к сожалению, сразу не залетел. По вентиляции, конечно, много было, тоже можно много было чего сказать, но я решил не говорить, потому что, ну какой смысл? Это начнется тут Зерк ТВ, типа, дырка, ебать! Ну, дырка, да, и все равно нашелся инструмент, который позволяет залетать в эту дырку с завидной регулярностью. Ягуар 17. Поэтому все мои какие-то, так скажем, недовольства по поводу этой дырки, по поводу этой вентиляции, они, по сути, бессмысленные, просто перетирание опилок. Так, хороший стрейф от Ягуара. Почти квадроджамп. Но он заскимил там перилу и очень много, на самом деле, потерял по дистанции. Там этот ским очень жестко срезает вам дистанцию прыжка. А если будете прыгать, то там потолок вам не даст далеко улететь. Так что тут такое. Сразу же залетает в вентиляцию, начинает стрейфить с правым серклом. Неплохие ракеты. Кинул, да, в пизду, кинул. Дальше. 17-е. Конечно же, кто хочет посмотреть неподдельную реакцию. Играл Космо, кстати, видимо, с кем-то на сервере. Но это не запрещено, как бы. Здесь любой человек может открыть свой сервер и позвать своих друзей туда, если у вас открыт порт. Вот самый первый раз, когда мы видим прохождение по верху. И вот здесь, на этой демке, когда я посмотрел демку Космо, я понял, что я просто дико всрал на стрейфе. Я очень дико всрал на стрейфе. Вот именно на той части, на самой длинной части стрейфа. Я всрал также еще, конечно, на ракетах, но... Как всегда, мне очень обидно, что я задвинул этот раунд 45-4. 16 место. Для
спейсинга использовал прыжок на перилах, чтобы сместить себе спейсинг. Не знаю, нарочно или нет, но спейсинг так смещается, и я тоже так прыгал какое-то время. Yeah, that's unfortunate. Lost about 200 or 300 ups. Almost messed that up, but he did say Yeah. Да, почти well played. там запоролся, но очень хорошо, гладенько прошел, 15 Talk us through место. this. Грызял It's pretty much the same собственной as персоной. standards. Very standard so far. W around the corners until you get to this point. Get just over 800 GPS. Not the best start, but very decent. Struggled a lot here with this quad jump. It's the Quad only way I jump, could make it that's past that section. I wasn't fast enough to do it the way the bro just did it. Pretty happy with that section, nice and smooth across. Got a bug double jump, so I'm gonna have a good plasma. Just by luck, Единственное, что get мне не right through нравится, Yeah, that's я very так nice. что-то накопилось. there. Going through double jump here. То, что карты у них, вот эти 3 раунда, они все типа по 40 секунд. Gang motherfucker. Until the end of the map. Да, Some классный style финиш. points at the end too. Классный финиш. Very nice run. Так, что мне We're мотается? very familiar with him, but he's Свит. very skilled. He hasn't Все по submitted 40 a couple секунд. rounds, Это has he? очень тяжело грандить, This is the ребята. first Вы time тоже I can это, see. я думаю, знаете. Если кто-то уже играл, допустим, в Yeah. ДФВЦ, к примеру, Let's see либо what там, не знаю, играл, в принципе, допустим, длинные карты подряд задрачивал, это очень тяжелая нагрузка. Потому что на длинные карты нужно максимальную концентрацию. А ты и так типа задрачиваешь. Ну, третий раунд There's a я, lot of speed честно out of скажу, я the очень мало top. поиграл. Я типа поиграл в начале и поиграл в конце. В остальное время я Nice. забил хуй, занимался другими He's- делами. Yeah, he's a very Ну как я тут, блин, так упустил этот момент? lost on that wall. But Я же бесится. Да, я, может быть, оправдываюсь. Но я хочу оправдаться. That was Потому что я мог лучше и не сделал. Anyway. Потому. Так, хорошие Nice ракеты. runs. Да, в целом пройдено хорошо. 44.1. Тут вообще дикий фреймодрочь у людей. Someone who likes it. 13 место, Кавун. There he is. With his shield. I'm ready when you are. All right, 3, 2, 1, go. Is this going to be 43? Nice clips. Да, очень быстро первая часть. Ну, в общем, я думаю, что He can correct me if I'm wrong, but I think he's playing on Linux. мой основной соперник это все-таки Найт и Литиум. На этой карте Литиум тоже поиграл крайне мало. Он вообще занял там 10 место, по-моему. Oh, very nice plasma into that duck. Keeps speed around when he picked up the rocket launcher too. Неплохие ракеты. Не самые точные, но неплохие. Skipping right over. Let's go. 12 Got место. Don. У них там еще что-то с демками было, почему-то не запускалось. Дан. Я думаю, в общем, Nice, что wall clip in просто there. Найт, типа, как-то он What interesting, типа мыслит, как я. climb out of the Вообще hallway. охуел. Только я могу мыслить, как я. Что за хуйня? Wow, comes through there like a flying Dutchman. Ну, в общем-то, я Loses думаю, any что speed. Not from the раз у wall, нас yeah. мозг одинаково работает, в некотором смысле, то он может придумать в теории все то же самое, что и я. А это значит, Right into the что plasma and then cleanly through that duct. Very nice. Almost 1000 GPS. очень классно прошел. Здесь, конечно, слишком широко взял. It takes a lot of time to line up that rocket. Ой-ой-ой-ой, да, ну как же так? Ну как же так? Ну. Ай-яй-яй. Я говорю, что это значит, привет, Пранкстер, 11 There he место. is, HTP. The Godfather. Our dear leader. Yeah, I'm ready when you are. I'm ready when you are.
Alright, 3, 2, 1, go. Это значит, что основной соперник Найт. Потому что все срезы, которые я могу где-либо придумать, Take some time он to может придумать get ready тоже. for that circle jump. Исходя из того, что на первом раунде мы оба плазмили по стене, там огибая телепорт. А на втором раунде, что там было? Ну там Alright, we чисто can фрейм finally дрочь. see, HT по stretch his скоростям. legs here. А вот здесь, Excellent типа, straight тоже был такой момент, который сделали только мы с ним. Right Очень into быстро the back. пролетел Very nice. вентиляцию, Пранкстер. Almost missed the rocket then. 42,6. Nice to get to the end. Литиум, 10 место. Yeah, I wonder Все if he just офигели, didn't вообще have все enough time офигели. Я to думал, что have он the будет surprise. в топ-5 хотя бы. Он такой, да я не играл, да и там, ну типа, как обычно вот эта песня, да, типа, да я не играл, да там очень мало, типа, я обыграл, говорит, только в первый там день и все. Я говорю, да ладно, типа, не пизди, по-любому топ-5. Nice А exit. он опа и He didn't топ-9. have a lot of Точнее, speed going топ-10. down that hallway, but he still Очень я удивлен, конечно, был. Ну, take a lot of speed with the то ли mountain не in the hallway. зацепила его эта карта, то ли он времени не было, я так и не понял, в чем была проблема. И вот этот момент тоже, типа, на стрейфе здесь я очень много всрал из-за вот этого поворота, то что я не додумался смещаться вправо намного раньше, не залетел он сразу в вентиляцию. Yeah, but did a face Обидно, plant into the обидно. wall. Буду делать свои выводы, буду стараться лучше в следующий раз. Amazing rockets, of В course. любом случае, всем спасибо за поддержку, так Second. скажу сразу. Doing well, doing really well. Алекс, I'm ready when you are. Yep. 3, 2, 1, go. Go. Тоже хороший стрейф. Видите, все используют этот бортик. Никто по камню не прыгает, потому что на камень никто не обращает внимания. Nice clean strafe so far. Nice turn. Очень хороший стрейф. Проплазмил также хорошо, сразу залетел еще в вентиляцию. На 600 псов почти вылетел. И здесь по узким спейсингам, по узким траекториям. Да, ну все качественно сделал LX. 42,3. Very efficient 8 место. loading. Yes. Ready when All right, you are. all right. 3, Reef. 2, 1, go. Not the best speed out of there, but gets good. Очень хорошо вылетел здесь. Regardless. Takes the top right. Hits the wall, unfortunately. Nice clip there at the end. Они называют ским клипом, если чё. Very nice. Very confident right into the plasma and then into the duct. Нон-стопом завернул. Nice rockets. У Торнера, кстати, самые классные ракеты у Yeah, he Торнера здесь. immediately picked up that rocket in На этой карте. Ой, я куда-то перелистнул, да? Kawam. Из реки. There he is. With his Blitz. shield in hand. А вот у них там сломалась демка. И вот Торнер. There we go. Torna. All set? Yep. Ready. All right. 3, 2, 1, go. Очень все быстро. Nice run down the hallway, but it doesn't carry a lot of speed. Спасибо всем, кстати, дефрагерам. Отдельное спасибо за участие, за то, что вы их поддерживаете. Тоже ровно как и я. Я думаю, для них это Nice strafing. наиболее важно, чем Yeah, very clean. мы можем видеть на первый взгляд. Немножко притормозил Торнер перед телепортом, чтобы не сделать даблджамп. Залетел сразу в вентиляцию, не очень быстро вылетел, но это не так важно, потому что у Торнера самые пиздатые ракеты на этой карте. Внимание! Oh, Oh, nice that was rockets. sick. Он, конечно, там потерял по скорости где-то, но Wow. Yeah, very nice. очень 41. классная ракета, нам прям мы все там Sixth place. и вот это все. 6 место.
Здесь я уже начал очковать, потому что, типа, казалось бы, 2 секунды, это все, ссылка стая. Вот я когда смотрел вот эту демку, я понял, что я карту не доиграл, я не дожал. Я, кстати, могу объяснить, попробовать, почему я не дожал, в том смысле, как бы, почему у меня не дожалось. Я последний там день, последние 2 дня, я прямо нормально поиграл ее, потому что в первый день ее не поиграл. Ну, первые дни. И тут очень узкие спейсинги везде. Если ты хочешь, типа, стрейфить на максимум, ты не сможешь стрейфить на максимум, потому что карта тебя пошлет нахуй. Она тебе скажет, что... Очень хорошо повернул, да. Вот здесь я, типа, понял, что моя демка унылое говно. Даже по сравнению вот с этой. И, в общем, если ты здесь хочешь пострейфить на максимум, если ты хочешь выжить максимум здесь, то у тебя этого не получится. 46. Сразу секунда разница между прошлым и нынешним, да? Но у тебя ничего не получится. 5-е место. Крузар. Все тут перелетается, тут... это не то, чтобы, типа, камень в огород маперу, просто я говорю о том, что... Чтобы нормально прочувствовать, какие здесь скорости должны быть везде, сколько чего, где себе можно позволить, подрезать там угол, там, сям и так далее. Нужно играть эту карту намного больше, чем 2 дня. И плюс, как бы, то, что мы не местные еще дефрагеры, тут мы тоже в этом плане в некотором смысле отсасываем, потому что тот же Найт, допустим, он отлично знает возможности, отлично понимает, типа, чё, кого где и так далее. Очень классно прошел. Вот здесь я очканул. Вот на этом моменте я смотрю, ебать, базар 39.9, чё? А у меня ты там это... Я там, когда говорил, какое место занял, запикал специально. Декс, 4-е место. Потом мне покажут экстра, да. I think he's gone top 5 in every single round. Yeah, so far. Very good racer. Right, also, if you were watching before we started, it was Dex's movie that we were playing. Да, перед результатами они посмотрели мувик Декса. Я предлагал RDF мувик, но они как-то это замяли. Замяли немножко. Очень быстро проходит. Развернулся. Это подлагивает у них, это подлагивает не у меня. Зацепил он, кстати. Даже вот у Декса здесь намного больше скорости, чем у меня, потому что я здесь очковал. Я реально очковал здесь набирать везде скорость, потому что у меня тут перелет, там перелет. Если чуть больше, там где-то типа по спейсингу не сходится. И я сидел тупо как этот, блин. Долбился в спейсинг, как дурачок. 39.7. Да, почти зацепил. Шаркости. Экстра демка. Я надеюсь, что у них лаги все-таки. Значок. Да, у них лаги вроде бы. Also, some props to Shark. He's been pretty instrumental behind the scenes too. He's been testing a lot of the maps and helping out in a lot of different ways. So. Да, Shark, кстати, был одним из тестеров. Я не знаю, ладно, Shark, типа, он вроде, ну, типа, не самый сильный стрейфер, да, но Дональд, мне кажется, казалось, что Дональд должен был там, где спейсинга немножко не хватает, что-то сделать, что-то придумать, может, можно было бы, я не знаю. С другой стороны, типа, я не говорю, что карта плохая, я говорю, что, типа, именно для меня, под мой, типа, уровень, спейсинги здесь везде были не очень. Они очень узкие, здесь везде приходилось как-то поджиматься, что-то пытаться как-то изворачиваться, и на максимум не получалось вообще почти никогда по стрейфу. Карта отличная. So we might see some tears in the chat or some celebrations. Oh no, definitely. Oh no, мне так это. Я сам расстроился, когда увидел. Yeah, this is very surprising. Woody's been in first, I think, every single round so far, including round 0. So this is his first non-first place.
Да, кто-то шутил, типа, третий раунд, I третье just место. lost, like, thousands Стало of бы четвертый раунд, четвертое место, но all of it. в этот раз No, I'm fine, let's go. я им дам просраться. 3, 2, 1. Я теперь не буду так халатно относиться к этому. Точнее, не то, что халатно, буду... Придется, придется родить 25-й час себе. Типа вот здесь везде, если ты чуть быстрее, чуть уже идешь по Yeah, he спейсингу, likes to joke that he can't strafe, but this dude can strafe. Yeah, definitely. на стрейфе я просрал очень много. На плазме мало скорости, можно побыстрее. Пролетел, конечно, быстро вентиляцию. И на ракетах очень я зафейлился. Первый рокет хорошо, второй очень плохо, 900, потому что Whoa. по скорости не Just right хватало. И прямо под финиш у Yeah, меня. it's a beautiful run, 39.651 seconds. Yeah, very impressive. Да, very impressive. Говно, а не демка, что базарить. Ладно, Yeah, дальше. Адриан, Yeah, второе место. ADR. Nice one. Все, прошел раунд, забыли, все. I think he got third on the round 0, but he hasn't really broken the top 3 since then. So this is a very nice place for him. And I'm told that he's a godly strafer, so this is not very surprising to me. All right, I'm ready when you are. 3, 2, 1, go. Nice wall clipping. Видите, меня типа перебили вот с этим... Этот даблджамп, который Адриан сделал, он медленнее. В разы медленнее. Он просто везде... Он типа... Он как-то, может быть, не знаю, за счет того, что он стрейфер изначально, он как-то типа намного лучше чувствует, что ли, эту всю тему и везде добирает. Где типа... Он чувствует, вероятно, где можно Very добрать. nice plasma. Плюс он Yeah. очень быстро забрался в вентиляцию, 1150 у него там было, у меня 1050 было. И ракета, видите, у него косарь, вторая ракета 1400, у меня тоже так было, блять, сука. Я просто не дожал, все. Alright. Пиздарики, я очень недоволен собой. Yep. I'll find it. Первое место, что там? Найт. Первое место, Найт. Oh, man. All right, Ну, I'm I'm ready still when you not are. ready. I have to sync first. Халявы больше не будет, уважаемые рефлексеры. Я вам обещаю, Please shame you. что халявы You больше can't. не будет. I wouldn't be. I'm already fucking shamed enough. You lost all my money, mate. Come on, mate, I'm ready. Well, you can do a lot of Крызялся, nice things. расстраивался, что просрал мани, который на меня поставил. Я говорил, что я не выиграю в этом раунде, я говорил. Потому что я не играл его. Я говорил, типа, не ставьте на меня. Nice. Oh, Вот look он at очень быстро вылетел с этим даблджампом. Здесь тоже он очень много скорости у него. И вот здесь вот типа справа идти, это... И как он повернул просто. Они еще медленно покажут еще с видом от третьего лица. Ты же тоже 1100 залетел. Not as fast as ADR on the plasma, but he's just making Да, у Адриана самый быстрый плазма в пол. carrying a lot of speed with him. Ну и Рокет медленный у Найта, по идее. Но он, короче, на стрейфе в Let's just основном watch that. затащил. Я думаю, что если Just watch the whole thing again. собрать Very good run. вот, типа лучшие моменты, вот топ-3 игроков, то я думаю 38 без проблем That можно space сделать. is just so impressive. Здесь очень сложно. Я не знаю, очень сложно было где-то плюс родить. Yeah, Knight's trying to defend his title. Doing a very good job of it. Yeah, it's a beautiful run. Yeah, I'd heard people speculating whether sub 40 seconds was possible if he had 5. У него Рокет медленный, конечно. Особенно последний Рокет, он там Yeah. повернул плохо. Ну, такое. Фрейм. I just want to go back to Видно, this, что this фреймы turn терял. here he makes. И вот здесь они покажут сейчас поворот, наверное, да? That's not ready. Бум-бум-бум. Вот здесь. Look how tight he takes this corner. Oh, that's so Идеально close. вообще That's пролетел. like some initial Абсолютно leash идеально right there. пролетел. Look at that.
He doesn't Yeah. even skim it, he just goes as close as he possibly can. Видите, какие возможности, сука, у рефлекса? My God. Просто взял и в режиме онлайн, в третьем, в Yeah, режиме, amazing типа, run, от третьего лица Yeah, посмотрел. congrats, Knight. Good Это job. очень круто. So if HT hasn't posted it yet, the next map should be ready very shortly. And it's a map by Ish. Oh, So yes. if you remember, Ish did the map for the second round. Да, ну вот они говорят, в общем-то, что Иш это ирландский, по-моему, маппер. Помнишь, Димон, если ты смотришь, я говорил, что нашел там флаг Италии, на самом деле это флаг Ирландии, я немного ошибся, типа я думал, у него цвет, он цвет не тот выбрал, он выбрал тот цвет. Флаг Ирландии, ирландский, значит, маппер. Сделал нам отличную карту, 4-й раунд, там у нас Рокет и Плазма, и, собственно, посмотрим, что кого оно будет. Также в воскресенье в 6 по Москве будут результаты. Обязательно все еще раз меня спросят, когда будет стрим с результатами, а я вам скажу, что смотрите, блядь, этот обзор весь. А где я это сказал, не скажу. Так что, все, ребят. Всем большое спасибо. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Ваша поддержка очень важна сейчас, особенно моральная. Можете также поддержать меня обычным донатом по ссылке в описании, либо стать моим патроном. И спасибо уже моим 2 патронам. Это Зупер Зучи и Сити Хабиб. Все, ребят, всем большое спасибо. Всем пока.